Здравствуйте, мои подписчики, добрый день всем, еще не подписавшимся. Связала я сыну носки, пряжу прила сама, колючая пряжа. Но они по ноге получились впритык. Длина его стопы 27 сантиметров, а мы предпочитаем свободные носки, чтобы можно было вот так снять. Вот старые носки сына, свободные, как он любит. Связала я их года 4 назад. Подошвы я вяжу всегда отдельно. В то время я еще не прила, и в этих носках шерсть покупными нитками на подошве. Один уже перевязала, сейчас буду распускать второй. Постелила ткань, это пыльная процедура. Чтобы не искать конец нити на изнанке, сразу подрежу здесь. Как вы заметили, носковая часть вязалась круговую, а подошва и верх вязалась отдельно. По ходу распускания я проверяю нитки на прочность. То, что не рвется, наматываю в клубок, свяжу что-нибудь. Седочки, может быть. Таким образом распускаем до белой нити. Распустила. Набираем на спицы петли. Два, три, четыре, 25. Взяла более плотную нить. Начиная с пятки буду вязать 2 нитки. Вяжем по рисунку над лицевыми петлями лицевые петли, над изнаночными изнаночные. Вяжу не бабушкиными петлями. Бабушкиной вот так вот. И ими получаются носки более плотные, а сын не любит плотные носки, поэтому вяжу, чтобы было свободнее. Провязала 18 рядов. Теперь приступаем к вывязыванию пятки. 25 на спице петель делим на 3, 8. Значит, по бокам будет по 8, посередине 9. Снимаем кромочную, провязываем 3, 15, 16. Вот последней петли, серединной петли, и тут на спице 8 петель. Переворачиваем их. Провязываем лицевой. Разворачиваем вязание. Добавляю вторую нитку. Подошва у меня была связана в 2 нитки. Так, снимаем кромочную и кромочную петлю срединную. Два, 3, 4, 5, 6,
3, 3, 6, 8. 2 петли провязываем изнаночной. Разворачиваем вязание. Два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Эту петлю, следующую петлю разворачиваем, провязываем вместе лицевой, чтобы красиво было. И с этой стороны, чтобы такой узор был, и с этой. Три, 4, 5, 5, 6, 7, 8. Две петли изнаночной. Провязываем, пока на спице не останется 9 петель. На спице осталось 9 петель. 9. Разворачиваем, вяжем по лицу. Шесть, 7, 8, 9. Так, наберем на другую спицу. Так, набираем петли с боков. Вот с этой я тоже обычно набираю. Так, вот кромочную за заднюю стенку. 2, 3, 9. Так, здесь так интересно связано. Я уж не помню, когда я 4 года назад вязала, как я вязала. 10 возьмем здесь и вот отсюда. Что это у нас? Такое хлипкое. Петлю с верха. Уже вся бедненькая. Можете вот так вот взять. Петлю сверху. Здесь, наверное, тогда будет дырка. Перекрутим ее. Носок уже 4 года ему уже истрепался. Нитки, видать, в этом месте истончились. Так, разворачиваем вязание, вяжем в обратную сторону. 8, 9 средних петель. И набираем по этому боку изнаночные петли. 1. Тоже по этой. Получается, с этой стороны у нас будет передняя стенка. Видно? Вот. 2, 3, 9, 10, 10. Наберем одну с этой петли,
10 и одну петлю с верхом. Разворачиваем вязание. Снимаем верхнюю петлю через нижнюю, протаскиваем. Ага, понятно, да? Дальше вяжем по рисунку. 2, 3, 9, 10, 11, 12 даже здесь. Еще раз посчитаем. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Перетаскиваем сюда. 5 петель. Раз, 2, 3, 4, 5. Ой, что-то я куда-то далеко ушла. Раз, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, и так, сняли петлю верха на правую спицу, провязываем лицевой и протаскиваем через нижнюю, не провязанную. Вот и все. Так вот, мы сшиваем подошву с верхом, разворачиваем. У нас получится красивая косичка. Кстати, можно, я вот цепляю, снимаю петли, провязываю петли за задние стенки, а можно за две. Так получится более такая крупная, грубая косичка. А так незаметнее, красивее, мне кажется. Если хотите, можно через две стенки. Так, петлю вверха снимаем на правую спицу, провязываем следующую петлю, вот она, изнаночной, разворачиваем и уже на лицевой стороне протаскиваем ее через нижнюю петлю. Вот получается вот такая вот косичка. Вяжем дальше. Так, в этом ряду уже будет убавление. Одно в конце лицевого и второе убавление в изнаночном ряду в конце ряда. Так, вот остались 3 спицы на нитке. Снимаем 2 спицы на правую спицу, переворачиваем, чтобы у нас красивое было убавление в эту сторону, а там будет на ту сторону. Так,
Снимаем петлю верха на правую спицу. Следующую петлю верха провязываем лицевой, протаскиваем ее через нижнюю петлю. Разворачиваем. Так, одно убавление было в конце лицевого ряда, второе в конце изнаночного будет. На спицах у нас должно остаться 25 петель. Провязываем вместе изнаночной. Изнаночную вверха снимаем на правую спицу. Следующую петлю вверха, вот она, провязываем изнаночной, разворачиваем. Протаскиваем ее через нижнюю петлю. Так, в этом ряду убавления не делаем. Убавление будем делать через ряд. Так, эту разворачиваем. Она была у нас повернута как бабушкина петля. Так, снимаем на правую спицу петлю верха. Следующая петля верха, вот она. Провязываем лицевой. И протаскиваем. Петлю верха снимаю на правую спицу. Следующая петля верха, вот, провязываю ее изнаночной. Так, все на месте. Так, делаем убавление. Разворачиваем петли. Провязываем следующую петлю верха. Протаскиваем ее через нижнюю. Два, три, четыре. 2 петли вместе изнаночной. Снимаем кромочную, петлю вверха, изнаночной.
Протаскиваем петлю вверх через петлю косички. Считаем петли. 2, 4, 6, 8, 10, 13. На петлях должно остаться 25 петель, как до вывязывания пятки. В вашем случае это может быть другое количество петель. 3, 6, 8, 10, 12, 13, 12, 25. Вяжем дальше до основания мизинца самостоятельно.